Всем привет! В эфире снова Док-Ток, и я, Никита Тихонов-Рау. Я Ольга Орлаускас. Мы творческая и семейная пара, которая живем и работаем в России, снимаем, как нам кажется, остросоциальное документальное кино, которое сами мы формулируем по жанру как арт-публицистика. И мы только что с вами закончили смотреть фильм «Выпрямительный вздох», который мы вместе с Ольгой Альгисовной сняли около 5 лет назад. И мне кажется, есть повод поговорить о том, что такое Дальний Восток для нашей страны сегодня, как он развивается, чем живет. И сегодня вместе с нами Михаил Алексеевский, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Он справа от меня. Алексей Муравьев, историк-востоковед, профессор Высшей школы экономики. Он слева от меня. И по центру Андрей Пуртов, куратор программы «Маркетинг и бренд-менеджмент» в Британской высшей школе дизайна, ведущий маркетолог школы «Макс». Когда мы снимали этот фильм, мы получили такое впечатление, что, в принципе, Дальний Восток не так сильно отличается от той же Москвы. В особенности это касалось проблем людей с, скажем так, их взаимоотношения с Родиной, с тем местом, где они живут. И поэтому мне бы хотелось начать сегодняшнюю нашу дискуссию, дав определение, а что такое Родина, что это вообще такое, как мы можем это характеризовать, и нужно ли вообще нам сейчас, вот в наши дни, это понятие, оно для чего-то нужно человеку, или сейчас вот есть такой модный тренд, гражданин мира, стирание границ, мы все начинаем жить в едином таком пространстве, где есть самоидентификация, но не за счет Родины, а за счет других каких-то вещей. Вот кто мне готов попытаться ответить на этот суперкаверзный? Вы? Давайте. Давайте я начну. Вообще говоря, понятие Родины, оно такое же древнее, как и вся наша культура. Оно в нее зашито. Там у Гильгамеша своя Родина в древней Месопотамии, у князя Игоря в Половецком плену своя Родина, и, соответственно, своя Родина, например, у Одиссея, которая вся его история, значит, история Одиссея, это история возвращения на Родину. Поэтому даже такая интернациональная нация, как греки, не могла прожить без Родины. С одной стороны. С другой стороны, понятие Родины – это все-таки идеологический конструкт. Люди обычно это не могут так не называть, да, там они могут называть это отечество, там, или просто родная деревня, или моя квартира, или моя там семья. Это все Родина. Поэтому если мы деидеологизируем эту штуку, а просто скажем, что это нечто, что принадлежит к так называемым архетипам, базовым культурным понятиям человека, встроенным глубоко в его психику и социальную самоидентификацию, как некое основание, часто даже не рефлексируемое, то есть мы не думаем про это. Мы понимаем, что есть нечто, к чему нас тянет, где мы чувствуем себя хорошо, где нам комфортно. Вот эти вещи, выстроенные вокруг языка, вокруг каких-то мест, которые запечатлелись у нас в памяти, и вокруг, в общем, условно говоря, зоны вот нашей идентичности. Это везде есть. Это очень большое вам спасибо за такое научное определение. Но в нашем фильме, например, есть такой эпизод, когда мы детей спрашивали, что для тебя Родина, какая она. Они этого ничего не знают, они просто стали говорить, что она ужасная и кошмарная. И удивило еще то, что взрослые люди, конечно, так не говорят, но у них есть определенные переживания по поводу своей Родины и по поводу того, вот, что вы сейчас дали определение. И есть эти переживания, есть какая-то боль с этим связанная. А вы имеете в виду Родину или страну? Потому что у нас в современной культуре разграничены понятия Родина и страна. Моя Родина – это одно, моя страна – это другое. Да? Конечно. А вы думаете, как? Я бы немножко не согласился, что в фильме дети ругают Родину, потому что начали они как раз с того, что им здесь хорошо, что они здесь играют, и, в принципе, здесь их друзья. И только потом, когда один мальчик сказал, что, в общем, все плохо, в какой-то степени, мне кажется, другие стали чуть-чуть его пародировать и тоже ему поддакивать, и замечать тоже какие-то аспекты. Но там были и позитивные моменты.
Да, спасибо за эту ремарку. Хорошо, что про нее говорим не мы, а вы, как зритель фильма. А вы знаете, здесь очень важный один момент, который мне показался ключевым. Да? Как бы родина и слово «родное», они, понятно, что это такое сложносоставное понятие, включающее в себя гигантское количество вещей. Вот для меня невозможно, немыслимо попортить родное. Я не могу портить родное, потому что я его люблю. А почему так получается, что все то родное, что есть вокруг нас, вот наша цивилизация и наш, в частности, народ, частью которого мы являемся, с такой легкостью портит? Ну, это нужно определять, мне кажется, что значит портит. Я не знаю, как коллеги. Ну, мусор бросает. Вот смотрите, есть красивый, прекрасный пляж с камнями, замечательные волны, да, берега там, острова Русский омываемые чудесными волнами. И при этом людям ничто не мешает в этой среде первозданной, прекрасной, чистой, красивой брать и разрушать это, подаренное природой. И вы знаете, я, наверное, здесь сейчас вот задам этот вопрос Михаилу, который как раз у нас специалист по тому, что называется граждановедение, то есть как человек живет и сосуществует в пространстве. Горожанин, да. Пожалуй, да. Мне кажется, что тут ключевой вопрос – это индивидуальное представление у разных людей о границах своего и чужого пространства. Что, собственно, родное, а что уже как бы немножечко чужое. Все вокруг народное, все вокруг мое. И понятно, что часто там риторическая формула, когда кто-то бросает бумажку из раздела «А ты что, у себя дома тоже так делаешь?» Собственно, потому что мы привыкли, что, значит, наше пространство – это в первую очередь наш дом, границы нашего дома. Там уже, значит, у нас какая-то одна модель поведения. Когда мы выходим на личную клетку, тут встает вопрос, мы там в подъезд, мы воспринимаем это как свою территорию, или это уже какая-то вот такая общая территория, где можно, в принципе, все что угодно. Выходим во двор, выходим в город, выезжаем на море. И, собственно, довольно большая проблема связана с тем, что у очень многих людей вот эти вот границы своего и родного, они на самом деле как-то очень сжатые, суженные. И в каком-то смысле вот эта вот размер и необъятность нашей Родины, она идет нам во вред, потому что как бы любить вот и, так сказать, чувствовать своим все вот это вот как бы от Владивостока до Калининграда осознавать немножко это как тяжеловато. свое, Да. Очень хороший переход, на самом деле, к вопросу маркетинга, и в частности социального маркетинга, потому что вот этот волшебный тумблер в головах людей, где граница моего, а где начинается общее, это на самом деле, как и все, что связано со смыслами, так или иначе упаковывается в маркетинг. Вот, Андрей, хотелось бы у вас узнать, можно ли средствами маркетинга доносить эти смыслы до наших граждан и менять эти вещи? С вашего разрешения, я бы небольшой комментарий к предыдущей теме сделал. Мне кажется, что здесь налицо вот такая теория разбитых окон. Наши люди, я считаю, в том числе и те, которые живут на Дальнем Востоке, они не хуже и не лучше тех, которые живут в Германии или в Швейцарии. И доказательством этому служит тот факт, что когда человек там из России куда-то эмигрирует, он ведет себя там вполне корректно и ничего не мусорит. И мне кажется, если человек попадает в контекст, где он видит нормальным там бросать какой-то мусор, он бросает мусор. И если бы, условно говоря, мы не допускали бы вот этого первого броска мусора. Если был бы, как в Сингапуре, за каждый брошенный окурок тебя там на 500 евро штрафуют, то, наверное, бы и второй окурок бы не появлялся. Но у нас, как известно, да, строгость законов, она компенсируется необязательностью их выполнения, поэтому люди все время находятся в контексте, где уже кто-то что-то бросил, где уже кто-то до урны не дошел метров 5. Ну, а раз уже 20 человек не дошли, то человек думает, ну и 21, это, в принципе, от меня, ну, криминала никакого не будет. Я тоже оставлю там свой пакетик от мороженого. Получается, что здесь государство должно приложить усилия определенные к изменению. Не государство, общество. И это принципиально важно. Государство – это наемные менеджеры, которым общество делегирует менеджмент управления страной. Задача, которую вот коллеги описали, это задача не для государства, а задача для всего общества. Я правильно понимаю, что задача общества сформулировать этот запрос государственному аппарату, который должен это выполнить. Даже к аппарату это может быть и, собственно, к согражданам. Да, запрос. И к самим себе. Да. По поводу, пауза, по поводу упаковки. По поводу маркетинга. Да. Но мне кажется, что можно коммуницировать, это наши природные ценности, потому что чем дальше, тем большую ценность имеют
те территории, где есть возможности для экотуризма, где есть возможность побыть наедине с собой, отдохнуть от городской суеты. И как раз таких территорий очень много на Дальнем Востоке, поэтому как раз вот это вот могло бы быть таким ядром коммуникационного сообщения про Дальний Восток, и, может быть, это могло бы быть тем смыслом, который мотивирует людей и из европейской части России, из Москвы, из Питера, из других стран приезжать на Дальний Восток, потому что там нет в традиционном нашем понимании так называемых достопримечательностей класса А, типа там Лувра или египетских пирамид. И вот именно природа наша, которая, может быть, уцелела больше, чем в некоторых других более урбанизированных, более развитых странах, она является тем магнитом, на котором можно было бы сделать ставку, и вокруг нее вот это вот развивать. Здесь много вещей, на самом деле, сейчас на слуху. То есть, смотрите, есть Дальневосточный экономический форум, который проводится ежегодно, да, и привлекает большое количество людей, там, и бизнеса, и так далее, со всего мира. А здесь и история с дальневосточным гектаром, которая вот про то, как раз, что вы говорите, да. И вообще, если сейчас даже посудить просто по возникновению, в каком контексте Дальний Восток возникает, он возникает как что-то модное, классное, куда манкое, намагниченное, куда хочется ехать. Как вам кажется, вот как, опять же, маркетологу, вот насколько сейчас эта коммуникация о ценности Дальнего Востока, она осознанная, и достаточно ли она, чтобы вот это пространство возникло на карте России и мира как самостоятельный бренд? Вы знаете, я бы начал, наверное, с того, что переименовал бы перестал бы называть Дальний Восток Дальним Востоком, потому что, ну, можно, в принципе, европейскую часть называть Дальним Западом. Строго говоря, центр России — это Красноярский край, там озеро Виви. Там, да. Дальний Восток, может быть, имело бы смысл называть Тихоокеанским регионом, потому что в слове Тихий океан есть большая мощь, природная энергетика, красота. И Дальний Восток — это какой-то такой, ну, не знаю, ощущение, что это какой-то чулан, такой периферийный регион, там по остаточному принципу развивающийся. Мне кажется, если мы хотим его развивать, может быть, имело бы смысл начать с того, что перестать его называть Дальним Востоком и более уважительно переименовать в Тихоокеанский регион. Не знаю. Это вообще, конечно, любопытно, но, как всегда, есть и второй вариант. Есть и второй вариант брендирования названия, это ребрендинг названия, который будет использовать старое название. Как известно, существовало очень хорошее, то есть старое название, которое стало со временем очень плохим. The Wild West. Дикий Запад. Дикий. Да. Потому что там индейцы, там убивают, там плохие условия, там нехорошо. Сейчас произошел ребрендинг. Wild West, это, так сказать, это марка. Круто, да. Это Marlboro делает на Wild West ставку уже многие годы и вполне себя хорошо себя чувствует. То же самое, поэтому, может быть, без переназывания, но надо понимать, что все-таки начиная с 17 века Россия как государство встала на ноги и устремилась на восток. И это устремление на восток шло по прямой все дальше и дальше, пока не уперлось в эту конечную точку своей экспансии. Да, с одной стороны, одна линия экспансии – это Камчатка-Чукотка, то есть вот, собственно говоря, самый глубокий восток Евразии. А с другой стороны, вот этот Тихоокеанский регион, который в науке называется Восточной Азией. То есть регион, в котором, начиная с древнейших времен, практически развивалась, в общем, третья по древности цивилизация в мире. Там самая древняя, это, по всей вероятности, Китай, Египет и Месопотамия, а вот Китай примерно тогда же, когда Египет возник. Вот она такая большая, да? Это, грубо говоря, наш Дальний Восток – это кусок большого исторического Китая. Ага, понятно. А давайте мы вот это прям страшно звучит, кусок Китая. Да, дело в том, что эта тема тоже поднимается. Это я понимаю. Мы понимаем, просто в фильме... Достаточно сказать, что уже Китай. В фильме многие... Что-то вошло в кино, что-то нет, но многие жители Дальнего Востока действительно опасаются, что рано или поздно все это станет Китаем. Задай свой вопрос. Да нет, давай уж ты. Такая перспектива вообще, она реальна. Мы видим, что китайцы приходят на Дальний Восток, они более успешны в хозяйственном плане, более организованы. Там даже батюшка... Хозяева хорошие. Хозяева хорошие. Вот батюшка говорит, вы знаете, как-то вот мне неуютно от того, что когда я вижу границу, да, вот здесь поле принадлежит китайцам, или они там в аренду берут, а это вот поле
наши. И у наше вот это вот безмерное количество этих территорий, они все никак не оприходованы, не возделаны. Огромная страна, и огромная часть ее никак не осмыслена, что ли, да, хотя бы даже вот в каком-то философском плане или в каком-то хозяйственном плане. Ну, можно осмыслить территорию ведь по-разному. А вот китайцы все четко. Вот он пришел, вскопал, у него все есть. Они более трудолюбивы, и у них выше конкуренция в стране. Я еще немножко преподаю в МГУ, у меня есть китайские студенты, и когда я с ними ходил в поход в Смоленскую область, там костер догорает, говорю, там, принесите по бревнышку. Китайская студентка тащит 6 бревнышек, я говорю, там, Ван, тебе же сказали одно, говорит, а мне не тяжело. То есть это историческая конкуренция, они работают лучше, они не пьют, они более трудолюбивы. И надо сказать, мне сложно сказать, что конкретно во Владивостоке происходит с китайским туризмом, но, допустим, на Байкале сейчас очень многие туроператоры российские недовольны тем, что китайские туристы приезжают, ходят в китайские рестораны, в китайские ювелирные магазины, и фактически от этого китайского турпотока никакого выхлопа по большому счету нет, все деньги уходят как бы обратно в Китай. То есть вот такой, наверное, момент, он нуждается в переосмыслении, потому что в данном случае мы ничего не получаем для своей экономики. Вот. Ну, если говорить про экономику, все-таки, мне кажется, за последние, опять же, 5 лет достаточно большой сдвиг произошел, потому что мы сейчас даже, находясь там в Москве, вот мы сейчас находимся в здании, в котором огромное количество ресторанов, и ты там способен съесть дальневосточную устрицу, нашу российскую дальневосточную устрицу, которая приехала, и это логистика, которая уже налажена, да, то есть это здорово. Я хотела вернуться к той ремарке, которая была у Михаила по поводу огромности, и что мы не ощущаем вот эту огромную родину своей. И вот вы, как специалист, вы как думаете, что должно происходить с нами, чтобы все-таки границы понимания «моя родина» не расширялись? Это на уровне школы или это на уровне, опять-таки, возвращаясь к государству? Вот. Не расширялись или наоборот как-то расширялись? Ну, смотрите, если мы хотим, чтобы наша родина большая ощущалась нами как действительно свое родное, не было мусора, мы хорошо ее осмыслили, мы хорошо ее возделали, так же, как китайцы. Какие пути решения вообще для этого есть? Ну, для начала неплохо бы ее узнать, потому что, собственно, да, для европейской части, ну как, с другой стороны, там путешественники в Европу, ну там нормальный, хороший поток, там с кризисом чуть-чуть проседало, но вообще, так сказать, очень многие, не знаю, жители Москвы регулярно бывают в Европе. А вот как-то на Дальнем Востоке нерегулярно бывают. И, в общем, многие даже и никогда не были. То есть развитие внутреннего туризма, да, как один из инструментов понимания своего пространства. Но, мне кажется, может субсидироваться внутренний туризм, особенно для молодежи, для детей, конечно, которые еще не зарабатывают. Мне кажется, это должно стать частью государственной программы. И тогда люди будут чувствовать, что это вот их страна, вот это вот все их большая страна. Потому что люди с Дальнего Востока тоже в Москве, как они говорят, на материке очень редко бывают. Иногда человек дорастает до 20 лет, и он ни разу, как они говорят, на материке не был, как говорят на Камчатке. Да? Да. Ну, в целом у нас же в стране достаточно низкая мобильность населения. Да. Это известно. То есть нам кажется, поскольку мы видим 2% этого населения, там типа, условно говоря, в Москве тут креативный класс, так сказать, который много ездит. А вообще говоря, меня поразило, это достаточно просто посчитать. Как вы думаете, какой процент населения России имеет заграничные паспорта? Ой, даже боюсь предположить. Можно я угадаю? Ну, 15% населения. Примерно 12-15%. Все, остальные люди никогда не покидали пределов России и никогда ее не покинут. Но надо сказать, в Соединенных Штатах примерно такой же процент людей, которые никогда не покидали Соединенные Штаты. То есть можно ездить по Соединенным Штатам или по России. Да, страна большая, представляет все климатические зоны и все возможности для туризма. Но американцы, я так понимаю, много путешествуют, а русские? Смотря кто. Нет. И вот там создают специальные мобильности. То есть, например, для американского университетского моего коллеги проработать 2 года в одном университете, бросить и уехать в другой, а потом уехать в третий, это совершенно нормальная история. Да. А у нас считается это кто бегун. Там, это синоним того, что у тебя что-то не то получил. Да. Поэтому внутренний туризм, там как бы есть культурные механизмы, которые его, так сказать, вызывают, этот внутренний туризм. Но в целом я бы не сказал, что американцы очень много ездят. Нет, многие американцы ездят тоже достаточно мало, сидят в своем штате и изредка выезжают куда-то. Тут дело, мне кажется, с Дальним Востоком еще дело не в этом. Мы находимся
мы прошли уже экономически и с точки зрения социальной организации точку, когда этот регион перестал быть колониальной окраиной, но мы до сих пор его подсознательно в качестве таковой воспринимаем. И когда мы понимаем, что, значит, что это не колониальная окраина, а большой регион, который достоин того быть более тесно интегрирован с основными регионами России, все равно в подсознании есть, что это какой-то там, вот у нас материк, а там вот что-то. Дальний, Поэтому да. Опять, да. нужно осознать тот факт, что все, эта история с колониальной окраиной уже давно закончилась. Но интегрировать нужно не только с российским центром, а и с тем же самым Азиатско-Тихоокеанским регионом. Обязательно, конечно. То есть, я не знаю, Да. вот мы в Британке, когда делали проект по маркетингу Владивостока в 2013 году, мы представляем будущее Владивостока примерно как у Гонконга, у Сингапура на горизонте 20-30 лет. Точно так же, как у Краснодара, как русский Мюнхен. То есть, в принципе, у Владивостока есть все. В Китае и в Корее все города крупные, которые находятся на побережье, у них много предпосылок для развития. И у Владивостока с этой точки зрения очень много предпосылок интегрироваться туда. И уже там строительство ДВФУ и многие другие проекты там на острове Русский, в принципе. Вы сейчас упомянули в эту сторону про идут. разработанный в 2013 году вот этот вот маркетинговую концепцию продвижения региона. А этот материал, вот с ним, например, знакомы в Министерстве развития Дальнего Востока? Хороший вопрос. На самом деле там такая немножко грустная история получилась, потому что, как говорится, новая метла метет по-новому. Мы работали с заммэра города Романом Кармановым, он пришел из бизнеса, потом он уволился, уехал в Питер, там издательский дом «Комсомольская правда». Вместо него пришел новый мэр, и когда мы ему хотели презентовать работу, он сказал примерно следующее: ничего не знаю, я у вас ничего не заказывал. Я говорю, а можете хотя бы посмотреть проект, который студенты делали в течение года? Он говорит, нет, не могу. Вот, ну тоже такая история, достаточно не очень хорошая, вот, которая говорит о том, что преемственность во власти как-то не очень она есть. И если приходит новый мэр, новый губернатор, то он далеко не всегда начинает продолжать или как-то подхватывать те проекты, которые там предыдущий его предшественник инициировал. Или Как даже правило, просто знакомиться как с ними, правило, да. делается все по-новому. Все с нуля. Все с нуля, как бы вот передо мной был человек, он все делал неправильно. Ну, чаще всего Так бывает часто так. бывает, да. Вы знаете, у меня к вам вопрос как к не урбанисту, да, хотя вы тоже урбанистикой, я так понимаю, занимаетесь. В нашем фильме во время съемок мы обнаружили, что то место, где лежат останки погибших репрессированных людей, построено здание, построен ЗАГС. ЗАГС стоит ровно в том месте, где были ворота. И люди не помнят, не знают, что там было. Ворота куда? В лагерь, Лагпункт. да, откуда их уже пересылали в другие места. И нас удивило, что до сих пор не создано на уровне города какие-то таблички, может быть, или какое-то воплощение исторической памяти, что вот здесь была такая вот история. Это часть нашего города, да, это кровавая история, но... Это просто когда женские нас. красные каблучки идут по лепесткам роз, а в этом месте лежат там кости, Кости. может быть, даже там людей, которые Какая-то как Мандельштам были несостыковка. лучшими, да, то есть здесь возникает какой-то Да. очень мощный. Да, вот на уровне Диссонанс. городской инфраструктуры, которая сохраняла бы эту память, вообще это нужно, сохранение этой памяти? Или лучше пускай будет ЗАГС и туфельки? Ну, конечно, правильный ответ нужно, но все довольно сложно, потому что, например, мы проводили исследование в Магадане, у которого вся идентичность, в общем-то, построена на да. том, что там, так сказать, лагеря, Ссылки, да. приезжайте к нам на Колыму, нет, Еду в лучше вы к Магадан. нам и так далее. И, конечно, это довольно неоднозначно воспринимается жителями, потому что, с одной стороны, они прекрасно понимают историю города, который, в общем, на этом возник и значительную часть времени развивался. И, так сказать, когда они начинают перечислять знаменитых людей, связанных с этим местом, выясняется, что все они там сидели, как бы, многие погибли. Вот. С другой стороны, когда ты думаешь о каком-то развитии города, строить свою идентичность, я не знаю, маркетинг исключительно на том, что это место невыносимых страданий, быть проклята ты Колыма, как бы довольно тоже странно. Сразу хочется, так сказать, оттуда уехать. Поэтому находить какой-то правильный баланс между как бы памятью и какой-то повесткой развития, разумеется, не так, что просто на костях, значит, начинаем там весело что-то строить. Это, сложная культурная и урбанистическая политика, о которой нужно думать, опять же, тому же самому обществу,
Всегда, как правило, в каждом городе есть какие-то активисты, которые борются за установку тоже там мемориальных табличек. Ну, Знаете, Мне кажется, нужно и сохранять память, и в то же время жить дальше. И даже памятники можно делать по-разному. Вот у меня друзья, допустим, в Смоленске создали такой клуб, называется «Среда по четвергам». Они собираются по четвергам, говорят об городской среде, и они переосмысливают в том числе и какие-то культурные объекты и памятники. И один из памятников они посвятили героям Великой Отечественной войны, и выглядит это как несколько таких ржавых стел, которые ты проходишь и выходишь, ну, и смотришь с такого обрыва, и перед тобой очень классный вид открывается. А на самом деле на этом месте расстреливали людей. И хотели там поставить просто памятник солдату с автоматом, но они это все переосмыслили. Вот эти вот ржавые стеллы, они напоминают об ужасах войны, но в то же время, проходя их, ты подходишь к красивому месту и смотришь вдаль. И в этой вдали есть будущее. И мне кажется, здесь нельзя так закрывать какие-то места только потому, что у них была какая-то история. Надо отдавать этой истории должное, чтобы она не повторялась, но в то же время надо жить сегодняшним, а лучше еще и завтрашним днем. Тут есть еще один важный момент. Вот это вот неприятие – это остатки того, что культурологи называют войнами памяти или войнами за память. Эти войны у нас не окончены. В нашем обществе нет консенсуса по поводу, ну, я уже не говорю про Сталина там и все это вокруг этого, но даже по поводу репрессий. У очень большого количества людей, наших граждан, людей, есть некоторое аверсивное неприятие. То есть они вот как бы говорят, нет, я не хочу ничего об этом знать, и даже не надо мне напоминать. Ну, я уж не говорю, когда городская идентичность на этом построена, это совсем печально. Поэтому единственный способ закончить эту войну, это каким-то образом средствами социальной педагогики встроить эту память в жизнь. Она не должна противостоять жизни. Это не вещь, которая разрушает их жизнь. Она должна делать их жизнь более наполненной, создавать историческую подоплеку. Человек не может жить, если его память не встроена в какое-то значительное для него прошлое. Вы знаете, на самом деле я сейчас чувствую, вот ретроспективно чувствую, что фильм, который мы снимали 5 лет назад, он был снят ровно об этом. И название, которое у него есть, «Выпрямительный вздох», я напомню строчки нашим зрителям, Осип Мандельштам эти строки написал так. «Люблю появление ткани, когда после 2 или 3, а то 4 задыханий придет выпрямительный вздох». Вот что такое выпрямительный вздох? Это когда человеку тяжело, вот он тяжело, он под тяжестью, да, существует, прожитой жизни, проблем, лет, разочарований, проблем, кризисов и так далее. Но он делает вздох. И ему становится легче, и ему становится Какой легче. И поэт, знаете, я здесь просто что я понимаю, что поскольку объектом исследования фильма является страна, вот у меня возникает вопрос. Человек за свою жизнь, он проживает там 50, 60, 70 лет, но он может сделать этот выпрямительный вздох. А когда у этой страны тысячелетняя история, может ли страна сделать свой выпрямительный вздох, чтобы двигаться дальше и преодолеть весь груз, который есть, груз исторической памяти, ошибок, проблем и так далее? Расстрельный вопрос. мне кажется, просто это, наверное, не один вздох. Вот было бы здорово, если бы... Вот мне кажется, идеальная история про выпрямительный вздох — это вот то, что вы рассказали, когда вот проходишь мимо ржавых стел, выходишь на косогор, и вот в этот момент ты делаешь выпрямительный вздох. Но в случае со страной все-таки так просто не получается, потому что есть разница поколений, есть, ну, как бы очень разные представления там об истории, о прошлом, о том, что важно, о том, что такое патриотизм и любовь к родине. И на самом деле вот вместо этого выпрямительного вздоха получается такое, ну, какое-то кхеканье, кашляние, через которое нужно пройти, переболеть этим и вот научиться потихонечку, полегонечку дышать полной грудью. Вот было бы здорово, если бы была такая волшебная таблетка с выпрямительным вздохом, но кажется, это все-таки слишком сложная история. Все-таки хорошо, что сегодня у нас в гостях собрались люди таких разных углов зрения на одну и ту же тему. Да, здорово. Да, это здорово. Приятно просто с умными людьми разговаривать. Да не скажи. говори, да не говори. Да. Мы лучше еще с тобой зададим пару вопросов, пока у нас Давай, есть время. Давай. У меня есть такой очень обывательский вопрос. Он, наверное, связан с тем, что я не так глубоко, как вы, например, знаю историю. А с чем связано то, что у нас есть
даже в архитектуре иногда это отражается, да, какая-то вот времянка постоянная, как будто мы здесь не навсегда, мы здесь не собираемся пускать корни, мы здесь не совсем хозяева, а как бы мы здесь немножко, я тут посижу, немножко поживу и дальше куда-то пойду. Но мы же уже очень давно не кочевники, и как бы вот откуда это берется и как это действует на нашу текущую жизнь, на нашу сегодняшнюю жизнь? Знаете, в истории просто с древнейших времен, коллеги не дадут не соврать, повторяется один и тот же конфликт. Это конфликт между кочевниками и оседлым населением. Значит, стоит убрать немного культуры, и оседлое население снимается с места и превращается в кочевников. Кочевник – это человек, который приходит, выедает всю траву на какой-то площадке и идет дальше. А что с этой площадкой будет? Ему не важно и не интересно. Значит, знаете, с чего во многом началась, ну, как бы такая строительная революция Соединенных Штатов, когда они осознали, что эти временные домики, построенные из вот таких досок маленьких, что это, ну, неинтересно, некрасиво, не модно. И поэтому начался спрос на архитекторов, которые стали строить в провинции дома. Значит, вот здесь такая же история. Это вопрос, как перейти от кочевого состояния к состоянию седентария, к состоянию вот человека, живущего... Ну, русские же люди мало путешествуют, они не бегуны, мы вот уже определили. А как это? У нас, ну, вот, культурологи обычно это определяют так, что в русском человеке есть некоторая такая неприкаянность, непривязанность к месту. Да, есть любимая изба там, куда, но все равно человек все время как-то вот, не случайно в нашей культуре так много вот этого странничества, так сказать, такой бесприютности. Вот, да, бесприютность. Это часть нашей культуры. Просто весь вопрос, как ее средствами различных культурных технологий, как эту бесприютность значит, развернуть в сторону как бы отказа от кочевничества. И здесь, как мне кажется, главный метод – это вот как бесприютность у нас есть в нашей русской матрице, так и есть стремление к красоте. Вот это эстетическое содержание у русского человека, ну, в широком смысле человека русской культуры, да, оно очень важное. Поэтому, мне кажется, единственный вариант – это работать через вот это стремление к красоте. Знаете, я очень благодарен вам вот за эту идею, во-первых, за слова русской матрицы. Это очень важно. Пускай она вбирает в себя, пускай в ней будет меньше кочевого, и пускай в ней будет больше родного, эстетического, оседлого, и пускай наша огромность будет для людей и страны нашей благом, а мы, как умелые хозяева, сумеем ей правильно воспользоваться. Друзья, с вами была программа «Док-Ток». Моя коллега Ольга Орлаускас, наши замечательные гости. Увидимся. До новых встреч.